Первый блок CSS курса. Урок 4. Комментарии в CSS, зачем они нужны и как ими пользоваться. Тема кажется простой, но на практике комментарии экономят кучу времени и нервов, особенно когда код становится больше или когда ты возвращаешься к проекту через пару недель и уже не понимаешь, что ты тут вообще делал. Что такое комментарии в CSS? Комментарий в CSS — это текст, который браузер полностью игнорирует. Все, что написано между этими символами, считается комментарием. Браузер просто пропускает это место и идет дальше. Комментарий можно писать где угодно в CSS-файле. Перед правилом, внутри файла, между блоками стилей. Комментарии используют как разделители, чтобы было понятно, за что отвечает этот кусок кода. Комментарии также используют для временного отключения кода. Очень полезный прием — временно отключать код с помощью комментариев. Например, ты экспериментируешь и хочешь понять, как выглядит страница без одного свойства. Вместо того, чтобы удалять строку, ты просто ее комментируешь. Это безопасно и всегда можно быстро вернуться обратно. Горячие клавиши для комментариев. В большинстве редакторов кода не нужно писать комментарии вручную. Можно выделить строку и нажать горячие клавиши. Например, в VS Code для Windows это Ctrl плюс слэш или Command плюс слэш на Mac. Редактор сам добавит символы вокруг кода, которые нужно закомментировать. Частые ошибки с комментариями. Самая частая ошибка — использовать символы, которые обозначают комментарий, как в HTML. Это неправильно. Только такое сочетание. Вторая ошибка — забыть закрыть комментарий. Тогда браузер считает все дальше комментарием, и стили просто перестают работать. Комментарии — это хорошо, но ими не стоит злоупотреблять. Если код простой и понятный, он часто не нуждается в комментариях. Хороший CSS — это когда комментарии помогают понять логику, а не объясняют очевидные вещи. Попробуй сделать следующее. Добавь комментарии перед тегами, либо закомментируй строчку. Комментарии — это простой, но очень полезный инструмент. Они помогают не теряться в коде, работать в команде, либо экспериментировать. На следующем уроке мы наконец-то перейдем к CSS-селекторам и начнем реально управлять страницей. Если ты идешь вместе со мной, просто смотри уроки по порядку.